Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты в целом. Сентябрь– месяц ясности и много работы. Позволим картам нас провести или показать цепочку развития событий. И на картах Ленорман мы 4 карты достанем как знаки судьбы, те сферы жизни, которые потребуют от вас особого, может быть, внимания, или вы будете уделять больше времени этому. Давайте узнаем, это что там за знаки будут такие. Третий знак судьбы. Ну и четвертый. А на Таро продолжим. И дело в том, что сентябрь месяц, если мы говорим месяц ясности. Действительно, тут многие вопросы, как и мы сами, проясняем. Но и могут люди из прошлого, и совсем не обязательно, что это будут те, кого мы рады видеть, возвращаться. Или какие-то вопросы, которые были прежде нами даже инициированы, но, может быть, не решены. Вот то, что стремится к завершению, к какому-то логическому, может быть, итогу. Вот мы этим и занимаемся, и решаем, но и может быть, и с человеком связано тоже, да, когда кто-то появляется. Поэтому давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь или кто, чего ждать. Неожиданности, неожиданные события. В чем ваша фортуна, мои дорогие весы? Энергия любви, личная жизнь. Энергия денег, финансы. И энергия ваших достижений. Что ж там за знаки, давайте будем узнавать. Правда, гонец как будто, вестник какой-то. Может быть, получение важного документа, какой-то бумаги, которую вы долго ждали. А может быть и не ждали, но тоже что-то получите. Может быть, ну, буквально в нашу цифровую эпоху это не обязательно будет вот как письмо. Хотя я допускаю, что именно бумага, документ. Но, может быть, у кого-то это звонок важный или в мессенджерах кто-то напишет. Какая-то информация, которая в средствах массовой информации звучит. Больше, конечно, нам о любви говорят, может быть, личная жизнь изображена, радуга, и это основа наших будущих свершений. Все-таки радость какая-то спешит на ваш порог, мои дорогие. И хоть это не именно та карта Таро, которую мы уже как бы, ну, придали значение, да, вопрос мы еще откроем. Может быть, будут пояснения. Но, в принципе, тут какая-то может быть, словно даже перезагрузка, или вам придется что-то и прояснять, и, может быть, даже куда-то вам придется отправиться. Хотя я допускаю, что и человек какой-то к вам приезжает, почему нет? Какая-то встреча важная. Такое тоже может быть. Но это первая карта выпадает, значит, в принципе, где-то в течение сентября, я бы сказала, до конца года, очень много будет информации самой разной, разношерстной. Мы будем что-то перепроверять, ну, может быть, что-то и возьмем себе на вооружение в помощь, что-то мы поймем, что нет, это уже не имеет значения, опять же, прояснять. Поэтому к этому надо быть готовым. Видимо, вам в каком-то информационном потоке придется крутиться. Вот хочется так сказать. Второй знак судьбы. Опять посмотрите, бумаги, встречи, документы, поездки, переговоры, какие-то контакты, диалоги. И все же нам тут письмо показывают с сургучной печатью. Вот очень интересно, вчера Маркетти изобразил это колода Ленорман. Буквально свою даже печатью, как бы чи и м, ну, по-итальянски, если мы говорим. Но больше, конечно, эта карта может говорить об официальной, может быть, какой-то бумаге. Или когда какие-то согласования, соглашения, контракты пересмотрены, подписаны, прояснены. Может быть, и с юридической какой-то точки зрения тоже. И, скорее всего, если мы сказали единица, смотрите, число 9. По нумерологии это всегда, ну, такое пороговое значение перемен. И вибрирующее число, если мы перевернем, мы видим 6. 6– это победа. Это своеобразный венец, может быть, или проделанной работы, например, да, может быть, это именно об окончании. Вы завершили какой-то проект, и вы получите какой-то, ну, резолюцию, резюме, может быть, да,
и это будет как-то связано либо с продвижением того или иного вопроса, темы или ваших достижений. Может быть, и где-то есть материальный подсмысл, не без этого. И если мы сложим 2 и 7, опять же получаем 9. То есть какая-то информационная палитра, которая складывает действия последующие ваши, ну, может быть, и наоборот, бездействие, то есть от чего-то вы откажетесь, может быть, по почте получите документ, ну, к примеру, собирались ехать. То есть тут ведь у каждого по-своему, но именно вот эти контакты, договоренности, поездки, диалоги, это все для вас как запускает какой-то механизм перемен. Но интеллект, безусловно, здесь у нас пики. Пики – это как мечи второ. Мечи – это интеллект. Придется что-то анализировать, продумывать, может быть, и переигрывать, передумывать. Почему нет? Но от чего-то и отказываться. Вы смотрите, когда плеть и метла. Плеть – это, знаете, такой прообраз, когда мы сами себя заставляем, может быть. Я не исключаю, что вполне вероятно вы столкнетесь с человеком, который вам что-то транслирует, но вы видите, что нет надежности в этой персоне. Вот, кстати. И, наверное, от людей ненадежных вы, скорее всего, будете отказываться. Где-то фильтруем мы все-таки наше окружение, все, что нам мешает, все, что не служит прогрессу. И это, скорее всего, для вас означает и как избавляемся от ментального мусора. То есть мы понимаем, что да, идей много, но на данный период времени не все мы можем воспроизвести в реальной жизни, да, или что-то уже, ну, не прогресс ни разу. И, скорее всего, знаете, порядок и организация в собственной жизни, хотя трефы, и это у кого-то будет касаться ваших достижений. Какое-то решение вы будете принимать, вот я вижу. Вполне вероятно, это будет ситуация выбора, когда нам самим, как будто, да, ну, иносказательно понятно, это ж метафора, где-то нужна и плеть, и метла-то тоже, когда мы, может быть, должны себя иногда заставить переключиться на решение какого-то вопроса. Может быть, так складываются обстоятельства. Мы вообще ничего подобного не планировали. Но вы видите ситуацию, ну нет, вот именно сейчас нужно этим заняться, а остальное уже как будто не важно. И поэтому тоже какое-то, ну, что-то второстепенное, то, что требует, мои дорогие весы. Много внимания, много сил, может быть, вашей энергии. Но вы уже так вот рационально видите, что да смысла в этом нет. Вот что-то подобное у вас тоже может быть. Но в конечном итоге еще одна девятка. Приготовьтесь, наверное, что в сентябре что-то не заканчивается. Это, знаете, как начало может быть. И это у кого-то касается и личной жизни, или на вашем каком-то поприще достижений, трудовом поприще, или в каких-то контактах, тут тоже может быть определенный прогресс. Вам действительно придется зерна от плевел отделять. Но по карте якорь это мы стремимся к стабильности. 35, 8. 8 это как перевернутая лемниската, символ бесконечности. То есть вы хотите продолжать только то, что надежно. Поэтому и дела, и люди, и ваши какие-то планы, видимо, до конца сентября, ну, будут и пересмотрены, и где-то проанализированы. Вы стремитесь именно к стабильности, к якорю. И вот тут могут быть как и вопросы личной жизни, и с документами, может быть и какие-то дороги, но есть еще и какие-то темы, и такое сакральное число 11. Мы говорим, один в поле не воин, а 11 это уже 2, как будто 1 и 1. Ну, вот так вот немного карта подсказывает, что есть какая-то персона очень важная в вашей жизни. Может быть, это касается, ну, даже достижений, работы, бизнеса или каких-то договоренностей. И, может быть, контакты как раз. Или юридические какие-то соглашения с этим лицом, когда для вас открываются совершенно другие возможности. Вот я вижу так. Но точно так же мы можем сказать, что есть один человек, кому мы доверяем, и есть один человек, который искренне любит нас. Может быть и так. Тут у каждого по-своему. Но все же взаимодействие определенно есть. Ладно,
Что же там, чего ждать и что? Или кто спешит в вашу жизнь? Правда, момент перехода, 20-й старший аркан. Карта называется «Дорога к свету». На вас влияют и люди, обстоятельства, может быть, известия, бумаги, документы, ваши планы, которые вы пересматриваете, какая-то перезагрузка. И по 20-му аркану между прошлым и будущим. Может немножко внутренне так нас штормить, словно мы как на пороге. Прошлое уже завершилось, а будущее, оно еще не родилось, не состоялось, понимаете? Но вот этот цвет волшебный нам указывает правильный путь. Это слушайте свою интуицию, слушайте голос мудрости. Ведь где падает волшебный свет, как будто там растут цветы. Не чувствует холода наша прекрасная дева, потому что, опять же, божественный свет. Как будто ангелы спешат вашу жизнь напомнить этим светом, я бы сказала так. Само пространство Вселенной, мои дорогие весы, вам пытается помочь. Поэтому не бойтесь от чего-то отказываться. Значит, больше будет у вас ресурсов на более стоящие дела, может быть, и людей. И я так думаю, тут и дела вы пересмотрите. Ну и, возможно, свое окружение тоже. Как-то так будут складываться до конца сентября события. Ладно, давайте узнаем еще один аркан. Неожиданность. Увидела, что 13-й аркан, даже удивилась. На вас будут влиять, что думают люди, как они с вами пытаются взаимодействовать. Внешняя какая-то обстановка, может быть, даже у кого-то, если, ну, к примеру, ваши достижения или бизнес, это связано с международными отношениями, будем говорить, да, или на более широкую аудиторию это рассчитано, на какие-то контакты, причем не те, которые рядом с вами, а где-то далеко. Здесь вы все равно что-то будете пересматривать. Ведь 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это аркан трансформации, неожиданная трансформация. Вот все то, что я начала, да, говорить, еще с колоды Ленорман. Для вас это имеет архиважный смысл, правда. Тут мною не было сказано ничего лишнего. Какая-то часть вам может подсказать, как правильно поступить, мои дорогие. Потому что на кону есть, безусловно, то, ну, то, что не может быть продолжено. Мы с вами об этом говорили, правда? Ну, и, значит, не притягивать словно искусственно, как я в шутку говорю, за уши притягиваем что-то из прошлого и думаю, ай, дай-ка я вот сейчас сделаю как-то вот особенно пунктуально и получу шедевр. Нет, задача переключиться на что-то другое. Или на какую-то новую концепцию, на новый метод, мои дорогие, может быть, даже так. Мы ведь все разные, и два старших аркана, и люди, и события, и новости. Все оказывает на вас влияние. И я должна сказать, в течение сентября тех, кого вы встречаете, может быть, это новые знакомые, или те люди, которые вам уже известны, может быть, даже те, из разряда которых вы долгое время не видели, а тут вдруг вы встретитесь, да? Вот все это имеет свой смысл. Зачем-то это вам нужно. Поэтому и два старших аркана тоже говорят о судьбоносности этого периода. В чем ваша фортуна? Какие бы ни были сложности, какие бы ни были ваши внутренние переживания, и еще один старший аркан – мага. В чем ваша фортуна и аркан мага? Вот, я думаю, тут даже не зная карт Таро, все становится на свои места. И опять же, лемниската. Вот мы с вами говорили, стабильность, да, или маг, великий практик, кстати, материалист. У кого-то основа всех ваших задумок, каких-то дел, именно финансовая ситуация. Или она как побудительный мотив изменить качество собственной жизни, а деньги не что иное, как способ, один из способов взаимодействия с миром. Быть свободным, быть практически магом. Куда хотеть перемещаться, создать для себя, может быть, и подушку безопасности или какой-то такой вот уверенность, да, финансовую. Я имею в виду тоже, вполне вероятно, вам совершенно необходимо словно встать на якорь. Может быть, решить вопрос по части недвижимости, мои дорогие. И это тоже может быть подписать важные документы или что-то пересмотреть, переиграть в ту сторону, как хочет маг. Но все стихии в ваших руках, все козыри в ваших руках.
Такое не бывает долго. И, кстати, мы смотрим на декаду, а у вас 3 старших аркана. Все-таки я вижу, что эти энергии не совсем на декаду. Старший аркан – это всегда несколько подольше. Это подлиннее период будет. И я так думаю, это с заходом на октябрь. Будьте внимательны. Это время возможностей. Энергия личной жизни. Искаженное восприятие, 8 мечей. Может быть, были какие-то неудачи в личной жизни или были какие-то разочарования. Карта не говорит нам о чем-то конкретном именно на этот период. Она лишь говорит о том, что ты можешь видеть глазами или, ну, это как глаза души, но в искаженном как будто виде, как кривое зеркало. Не случайно в этой колоде нам буквально мать, которая ухаживает за дочерью больной, да, кладет компрессы. И мы с вами знаем, что тут нам как будто гипертермия, температуре, девочка. И мы знаем, когда у нас высокая температура, мы как-то вот в какой-то абстракции видим мир. Мы не воспринимаем адекватно все-таки, да. Нас и лихорадит, и мозг наш не работает так, как всегда в нормальном состоянии. Поэтому и карту вот так очень хорошо передает художник, что вот именно искаженное восприятие, это не есть что-то постоянное. Ну вот, может быть, вам придется еще очень много вещей передумать. Не судите строго, не наломайте дров, потому что все же мы можем видеть в одном свете, а реальность, она как будто может быть другая. Тут у каждого по-своему. Но, может быть, для кого-то из вас словно нужно выйти из ограничений, встретиться с кем-то. Или рассмотреть даже тот вариант, который вы когда-то, ну, никогда даже не предполагали, что вы будете на что-то соглашаться или взаимодействовать с конкретным человеком. Вы уже могли, как все, точки над «и» расставить. Это ведь касается личной жизни. А я говорил, что могут нам люди из прошлого возвращаться. Может быть, и вы будете пытаться тоже какие-то контакты, кстати, возобновить. Тогда помните, мои дорогие, если отношения имели уже какие-то проблемы прежде, проблема сама по себе, она никуда не делась, она не исчезла, правда? И поэтому тут надо быть реалистом. Будьте реалистами. Давайте мы узнаем энергию денег. Ну, посмотрите, у вас сильная позиция, мои дорогие. И чтобы тут еще один старший аркан, да, вот действительно, я вижу так. Вы с чем-то определяетесь до конца сентября. А вот продолжено это будет с заходом на октябрь. Ну, вообще для вас и на следующий год, где-то и до конца 2025 это время возможностей. Но ведь каждый из нас будет поступать как-то по-своему, согласитесь. И старшие арканы, они и говорят, у каждого вот эти перемены или ситуация выбора в каком-то своем вопросе, в своей сфере жизни. Но то, что силы хватит, это точно. Но, может быть, придется договариваться. Но вы сейчас, тогда дипломатия, мои дорогие, ваша основная задача, вот эту дипломатию, которая врожденное чувство, как чтобы была какая-то вокруг вас более гармоничная обстановка. Ну, наверное, на данный период времени гармония, мои дорогие весы, должна быть в вашей душе. И дипломатию употребить так, чтобы вам было хорошо. Вот конкретно. Ну, может быть, и по части финансов тоже. Тут придется что-то анализировать, это точно. Потому что у вас, смотрите, выпадает карта сила и карта мага. Может быть, это и касается личной жизни, и одновременно личная жизнь каким-то образом увязана с финансами тоже. По сути, это в этой колоде нам в виде мужчины сила, а часто ведь карта сила – это женская сила. И у кого-то это может быть, знаете, желание быть с конкретным человеком. Пусть нам в других позициях выпало, но для кого-то это проиграется. Когда есть вы и, предположим, женщина, мужчина, в зависимости от того, кто смотрит видео, с кем вы хотите очень быть. Притягательный человек, интересный человек. Когда, ну, даже, знаете, не просто который как магнит вас притягивает, а с ним действительно интересно. Это есть какая-то дружба, сотрудничество, может быть и труд, но есть еще и чувства, может быть и так. И пытаться прогнуть под себя этого человека или сделать так, чтобы, ну, человек с вами во всем соглашался, не получится. Потому что тут
Может у кого-то быть, откуда тогда 8 мечей. Вот почему я подробно так остановилась на этом вопросе, потому что у кого-то это может быть такой дуэт или тандем двух сильных людей, сложных людей. И, наверное, результат будет зависеть от того, как вы сумеете смотреть в одном направлении и не перекраивать друг друга, не перестраивать, а практически договориться, может быть, и так. Ладно, энергия достижений, ну, семья, мои дорогие, здесь все, и финансы, и семья, и дом, 10 чаш, это по максимуму. Вопросы любви, личной жизни, ну, вот есть, но это не просто само по себе, вот нам в ладони упали звезды, да, нет, это от ваших важных решений, каких-то выводов. Но, повторюсь, ангелы небесное пространство, Вселенная пытаются вам помочь.